Нам понадобится 5 яиц. Яйца нам нужно разделить на белки и желтки. Теперь нам нужно белки хорошо взбить. Для того, чтобы яичные белки лучше взбивались, обязательно посуда, в которой вы взбиваете яйца, должна быть сухая и чистая. Это очень важно. И тогда ваши белки хорошо взобьются. Если вы добавите маленькую щепотку соли, это тоже поможет взбиться белкам лучше. Начинаем взбивать яичные белки и постепенно будем добавлять вот этот сахар. Здесь у меня 100 грамм сахара. Когда образуются вот такие пики, значит достаточно. Теперь добавляем вот эти желтки по одному и продолжаем взбивать. Но уже не надо так яростно взбивать, чтобы все перемешалось, достаточно будет. Это мы ненадолго отложим в сторону. Запомните, что сухие ингредиенты отдельно нужно подготавливать. Здесь у меня 120 грамм муки высшего сорта. Добавляю 1 чайную ложку разрыхлителя. Сегодня я хочу сделать бисквит с шоколадным привкусом, поэтому я добавлю 2 столовые ложки какао-порошка. Но можно не добавлять, это по вашему вкусу. Можете один раз так, другой раз без шоколада попробовать, без какао. Пробуйте, экспериментируйте. И так очень вкусно. Хорошенько все это перемешали. Теперь в несколько заходов добавим муку к яйцам. Вот так аккуратно вмешиваем муку и яйца друг в друга. Наше тесто готово, осталось только выпечь. Выпекать я буду вот в такой форме. Диаметром она 21 сантиметр. Обязательно нужно ее хорошенько обмазать сливочным маслом изнутри, края и дно. Дно обязательно застелите пергаментной бумагой. И теперь переносим нашу смесь в эту форму. Выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке до готовности. Примерно минут 25-30. Но всегда смотрите по своей духовке. Как проверять, я думаю, что вы знаете. Деревянной спичкой или зубочисткой втыкайте в середину вашего бисквита и проверяйте. Если сухой, значит готов. Прошло 25 минут. Посмотрите, наш чудесный бисквит готов. Это вот я проверяла вот так вот. Спичкой, смотрите, абсолютно сухое. Дайте минут 5-10, чтобы немножечко ваш бисквит остыл. Затем аккуратно мы достанем отсюда. Прошло почти 10 минут. Берем нож и аккуратно вот так по краям пройдитесь, пожалуйста. Форма еще достаточно горячая, но можно уже держать. Смотрите, как легко это все вышло. Дождитесь, пока бисквит полностью остынет, затем разрежьте пополам и смажьте кремом в середине и сверху. Крем может быть любой, заварной, масляный и еще какой-нибудь, какой вам нравится. И у вас получится очень вкусный десерт. Приятного аппетита, готовьте и радуйте своих родных и близких. Спасибо за то, что смотрите. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии.